Трамп отправил своих переговорщиков в Катар, но не уверен, насколько результативной будет встреча. Иран категорически против прохода судов через Ормузский пролив без согласования. Официальные цифры в Венесуэле достигли более 1700 погибших человек в результате землетрясения. В ООН предполагают, что реальное количество в разы больше. Невероятные истории. Из-под завалов достали молодого мужчину спустя 5 суток. Сейчас он в больнице и благодарит за свое спасение. Макрон снова провел государственные встречи в солнцезащитных очках. В Елисейском дворце отметили по медицинским показателям. Из-за аномальной жары в Турции всполохнул лесной пожар. В Польше температурные рекорды, а Индия и Гана страдают от проливных дождей и наводнений. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. По предварительным данным, в Монако произошел первый в истории княжества теракт. Вечером в центре города у входа в жилой дом сработало взрывное устройство, оставленное неизвестным в рюкзаке. После взрыва подозреваемый скрылся. Его разыскивают правоохранительные органы Монако и Франции. Власти объявили чрезвычайный план реагирования и усилили меры безопасности. По последним данным, пострадали 3 членов одной семьи, выходцы из Украины. Местные СМИ не исключают, что целью нападения мог стать предприниматель Вадим Ермолаев и его близкие. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. По словам главы правительства княжества Кристофа Мирмана, это первый подобный случай в истории Монако. Представители США и Ирана должны встретиться в Дохе для продолжения переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп заявил, что считает предстоящие консультации потенциально важными. Однако их результаты, по его словам, покажет только сама встреча. Сегодня цена достигла $69. До операции по денуклеаризации Ирана, конфликта, который у нас был и который, как я считаю, развивается очень успешно, она была выше. Завтра в Дохе состоится встреча по этому вопросу. Они направляются в Катар. Думаю, они уже вылетели или вот-вот отправятся. Посмотрим, как все пройдет. Но в целом ситуация развивается очень хорошо. Встреча в Дохе, возможно, окажется важной, а возможно и нет. Скоро узнаем. Но с военной точки зрения мы побеждаем. Я бы сказал, что в военном плане все практически завершено. Суть очень проста. Денуклеаризация Ирана. Мы не хотим, чтобы у них было ядерное оружие, и его у них не будет. И они согласились с этим. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран выполнит свои обязательства по меморандуму с США, если Вашингтон также будет его соблюдать. При этом он подчеркнул, что Иран намерен отвечать на угрозы, опираясь на рациональность и готовность к решительным действиям. Взаимопонимание – это двусторонний процесс. Если американская сторона будет соблюдать меморандум о взаимопонимании, мы также выполним свои обязательства. Наш ответ на необоснованное бахвальство и беспочвенные угрозы, опора на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а также решительная и бесстрашная защита, когда речь идет о действиях. Иранские и оманские эксперты в ближайшие дни начнут переговоры о пересмотре маршрутов судоходства через Ормузский пролив. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в эфире государственного телевидения. По его словам, Иран намерен препятствовать проходу судов, которые будут следовать вне согласованных маршрутов. Мы твердо намерены достичь взаимопонимания с Оманом относительно порядка управления Ормузским проливом. Разумеется, Оман является вторым прибрежным государством. Сегодня я сказал оманским властям, что наш приоритет — договориться именно с Оманом, как с другим прибрежным государством. Если же по какой-либо причине Оман не будет заинтересован в этом, Исламская республика, Иран будет действовать самостоятельно. Я увидел, что оманская сторона воспринимает эти предложения положительно. Как вы могли заметить сегодня, министр иностранных дел Омана также сделал ряд заявлений по этим вопросам. Оман также поддерживает участие в этих договоренностях как прибрежное государство, обладающее суверенными правами. Чтобы Ормузский пролив больше не управлялся так, как это происходило раньше, и чтобы за предоставляемые услуги взималась соответствующая плата. Плюс, мы не позволим ни одной стране вмешиваться в процесс разминирования Ормузского пролива, ни Франции, ни кому-либо еще на данном временном этапе. Я даже сказал нашим оманским друзьям, если вы захотите провести разминирование на своей стороне, сообщите нам, и мы окажем помощь, поскольку это является ответственностью Исламской республики Иран. Исламская республика Иран сама определит маршруты транзита в этих временных условиях, и мы не можем принять какие-либо другие маршруты. Также именно мы несем ответственность за обеспечение безопасного судоходства. Поэтому, если суда будут использовать иные маршруты, мы будем выступать против этого и попытаемся этому воспрепятствовать. Если с такими судами что-либо произойдет, ответственность за последствия они будут нести сами. Израиль может расширить свое военное присутствие в секторе Газа. Министр финансов страны Бецалель Смотрич
призвал завершить установление контроля над всей территорией анклава и создать там еврейские поселения. По словам Смотрича, израильские военные уже контролируют около 70% территории сектора. Он заявил, что необходимо взять под контроль оставшуюся часть, разгромить Хамас и создать пояс еврейских поселений, который, по его мнению, станет защитным рубежом для приграничных израильских городов, в частности, Сдерота. Мы готовы немедленно создать 3 поселения в северной части периметра, как только получим зеленый свет от премьер-министра и министра обороны. Я призываю премьер-министра дать нам зеленый свет. Позвольте нам завершить эту миссию и обеспечить безопасность жителей Юга. Мы находимся здесь, в Сдероте. Сегодня армия обороны Израиля контролирует почти 70% территории сектора Газа. Мы должны завершить захват оставшихся 30%, разгромить Хамас и прежде всего создать пояс еврейских поселений на территории сектора как защитную границу для Сдерота и всех населенных пунктов, расположенных у границы с Газой. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся военной операции Израиля в Газе. По данным израильской стороны, армия контролирует большую часть территории анклава и требует, чтобы Хамас отказался от власти, разоружился и не участвовал в будущем управлении сектором. Большинство жителей Газы, численность которых составляет около 2 миллионов человек, были вынуждены неоднократно покидать свои дома и сейчас проживают в прибрежной части анклава, преимущественно в палатках или поврежденных зданиях. Война началась после нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого, по данным Израиля, погибли около 1200 человек. Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с начала конфликта в секторе погибли более 73 тысяч палестинцев. Поисково-спасательная операция в Венесуэле продолжается уже 5-е сутки после разрушительных землетрясений. Основные работы сосредоточены в штате Ла-Гуайра, который пострадал сильнее всего. Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших. По официальным данным, число погибших приближается к 1500. В страну продолжают прибывать международные спасательные команды. На стадионе Луиса Гарсии Корнейра в Ла-Гуайре развернут координационный центр, где работают специалисты из более чем 2 десятков стран. Здесь находятся поисково-спасательные подразделения, кинологические расчеты и медицинские группы. Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес посетила базу международной операции и встретилась с представителями спасательных миссий, а также обсудила координацию работы с представителем ООН. К поисковой операции присоединилась группа кубинских спасателей. Вместе с ними прибыли служебные собаки. В ближайшее время ожидается прибытие еще одной группы специалистов с Кубы. Соединенные Штаты также опубликовали кадры прибытия своей группы быстрого реагирования DART, которая координирует работу американских специалистов и взаимодействие с местными властями. Несмотря на международную помощь, жители пострадавших районов говорят, что тяжелой техники по-прежнему не хватает. Родственники пропавших продолжают самостоятельно разбирать завалы и опасаются, что поисковые работы могут завершиться раньше, чем удастся найти всех людей. Тысячи жителей, оставшихся без жилья, временно размещены в палаточных лагерях. Один из крупнейших таких центров оборудовали прямо на территории гольф-клуба в Ла-Гуайре. Люди рассказывают о нехватке бытовых условий, бессонных ночах и продолжают ждать новостей о своих близких. Бог дал мне силы подняться, вывести свою семью и помочь другим людям, которые были рядом. Но, к сожалению, моей дочери со мной не было. Она находилась в башне номер 27 на 1-м этаже. Если бы в тот же день все было организовано как следует, если бы быстрее приехали пожарные, скорые и спасатели, многие из тех, кто тогда был жив, могли бы выжить. Оттуда даже достали тело новорожденного ребенка. Наши близкие до сих пор там. А мы не знаем, живы они или нет, есть ли у них еда, потеряли ли они сознание. Мы ничего не знаем, и это очень тяжело. Я спокойна только потому, что мои дети рядом со мной. Но я плачу каждый день и уже 3 дня не сплю. Посмотрите, в каких условиях мы живем. Мы спим здесь. Дети, среди комаров и насекомых. У нас даже нет места, где можно приготовить еду. Посмотрите, во что превратилась наша жизнь. Мы устали, но держимся. У нас разбито сердце, мы совершенно измотаны. Кто теперь займет наше место? Наши родные до сих пор остаются там. До прошлой ночи у нас еще была надежда. Людей продолжали доставать живыми. Мы в отчаянии, потому что уверены, под завалами еще есть выжившие. Нам сказали, не знаю, правда это или нет, что нам дадут всего 12 часов, после чего поиски прекратят и нас заставят уйти. Что больше не будет помощи и никакой информации о наших близких, хотя там еще могут оставаться живые люди. Даже в полночь мы продолжали работать. Никто не вернет мне маму, никто не вернет отчима, никто не вернет племянника, никто. Что касается самого здания, я говорю это, потому что была там. Ему было всего 13 лет, оно было практически новым. Я купила там квартиру 2,5 года назад, чтобы жить рядом с мамой. Но арматура внутри была уложена с нарушениями, без необходимого крепления.
Стены просто рассыпались в пыль. Власти тем временем начали оценку состояния жилых домов и инфраструктуры. Для зданий вводится трехцветная система оценки безопасности, которая должна определить, можно ли возвращаться в свои дома. По данным правительства, в Ла-Гуайре уже восстановлено около 75% электроснабжения, 68% водоснабжения и примерно 90% дорожной сети. Мы приняли решение немедленно создать президентскую комиссию по оценке пригодности для проживания жилых домов, а также состояние дорог, мостов и путепроводов. Мы вводим систему светофора. Здания будут получать зеленую, желтую или красную категорию. В ближайшие часы комиссия определит, в какие дома жители смогут безопасно вернуться. Хочу также сообщить о ходе восстановительных работ в штате Ла-Гуайра. Электроснабжение уже восстановлено примерно на 75%. Продолжается восстановление водоснабжения. Сейчас оно составляет около 68%. Дорожная сеть функционирует примерно на 90%, что особенно важно для проведения спасательной операции. В понедельник ситуацию осложнил афтершок магнитудой 4,6. Подземный толчок ощущался к северу от Каракаса. Спасатели на несколько минут покинули опасные участки, однако вскоре вновь продолжили поисковые работы. Сообщений о новых разрушениях после повторного толчка не поступало. После разрушительных землетрясений в Венесуэле спасатели продолжают находить выживших под завалами. Спустя 4 и даже 5 суток после катастрофы происходят случаи, которые многие называют настоящим чудом. В штате Ла-Гуайра из-под обломков живыми извлекли нескольких человек. Среди них там Белкис Баррета, которую удалось спасти спустя 4 дня после землетрясения. Еще раньше спасатели достали из разрушенного здания мужчину, а также отца с сыном. Одним из самых известных эпизодов стало спасение младенца, кадры которого облетели социальные сети. Малыш провел под завалами 32 часа. А в этот понедельник из-под завалов, спустя 5 дней после землетрясения, спасли Аарона Леви Кантильо. Когда его вынесли на носилках, очевидцы встретили спасателей аплодисментами. Я обычный человек. Просто молодой парень, который провел 5 дней под завалами здания. Но сегодня я здесь. Я жив благодаря Богу. Только Он смог вытащить меня оттуда и послал мне своих ангелов. Кто эти ангелы? Это люди, которые неустанно работали, чтобы меня спасти. Люди, которые переживали за меня. Люди, которые были рядом, когда меня достали, и выкрикивали мое имя, увидев, что я жив. Насколько мне известно, мне сказали, что я оказался единственным человеком в том здании, кого нашли живым. Тем временем поиски не прекращаются ни днем, ни ночью. Спасатели вручную разбирают завалы, используют тяжелую технику, тепловизоры и поисковых собак, которые помогают обнаружить людей там, где надежды, казалось бы, уже почти не осталось. Каждая подобная операция требует часов кропотливой работы и становится редкой победой в условиях, когда шансы найти живых с каждым днем уменьшаются. Но истории последних дней показывают, пока спасатели продолжают поиски, чудеса все еще случаются. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле может оказаться значительно выше официальных данных. Об этом заявил постоянный координатор ООН в стране Джанлука Рампола Дель Тиндаро. По его словам, поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на то, что после подземных толчков прошло уже более 72 часов, периода, который считается критическим для поиска выживших. Только за последние сутки спасателям удалось извлечь из-под завалов 7 человек живыми. В ООН предупреждают, что ситуацию может осложнить приближающаяся тропическая волна. Ожидаются сильные дожди, которые способны затруднить спасательные работы и ухудшить положение тысяч людей, оставшихся без крова. Правительство проводит масштабную операцию, которая на данном этапе сосредоточена прежде всего на поисково-спасательных работах. Мы уже вышли за пределы критического 72-часового окна. Но это одно из чудес этой страны. Спасатели все еще находят под завалами живых людей. Только вчера из-под обломков удалось извлечь 7 человек живыми. В ближайшие часы сюда, как ожидается, придет тропическая волна. Она принесет сильные дожди. Вы можете представить, что это означает для людей, оставшихся без жилья. По меньшей мере, 2500 строений получили повреждения. Большинство из них полностью разрушены. Поэтому мы уверены, что число погибших окажется выше уже официально подтвержденного. Могу привести ориентировочный показатель. Мы закупаем, и это согласовано с местными властями, 10 тысяч мешков для тел. Президент Франции Эммануэль Макрон и султан Омана Хайсам бин Тарик Аль-Саид отметили укрепление двусторонних отношений на бизнес-форуме в Париже. Макрон также сообщил в социальной сети X, что Франция и Оман совместно работают над снижением напряженности на Ближнем Востоке и намерены сотрудничать с партнерами в разминировании Ормузского пролива.
Благодаря развитию связей и всем этим новым возможностям для бизнеса мы совершенно ясно понимаем, что нас связывает ключевое партнерство. Мы действительно считаем, что стабилизация вашего региона – одна из важнейших задач. У нас есть значительные суверенные возможности, которые мы будем использовать совместно, а также общие инициативы, которые мы реализуем вместе. Мы также убеждены, что франко-оманское партнерство станет основой для создания дополнительных возможностей для всего Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Ранее стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе между французской компанией CMA CGM и оманской Asiat Group. Компании договорились о строительстве логистического терминала стоимостью $400 миллионов в порту Сахар, который во время войны с Ираном стал альтернативным маршрутом для торговли стран Персидского залива. Уверен, сегодня я могу сказать, что подписанные нами соглашения значительно масштабнее всего, что мы заключали за последние несколько лет. И, как я уже упоминал, есть еще несколько проектов, о которых пока не объявлено. Они находятся в разработке. Я приветствую возможность, о которой вы говорили сегодня во время нашей встречи. Также в этот день президент Франции Эммануэль Макрон встретил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна, прибывшего с государственным визитом в Париж. Торжественная церемония с воинскими почестями прошла в комплексе Дома инвалидов. Вместе с королем во Францию прибыли королева Судхида и принцесса Сереваннавари Нариратана. Французского лидера сопровождала первая леди Брижит Макрон. После исполнения государственных гимнов двух стран главы государств приняли парад почетного караула и приветствовали официальные делегации. Затем тайская королевская семья направилась в Елисейский дворец, где состоялись дальнейшие мероприятия государственного визита. В Елисейском дворце сообщили, что нынешний визит приурочен к 170-летию установления дипломатических отношений между Францией и Таиландом. Это также первый визит тайского монарха во Францию с 1960 года. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился в солнцезащитных очках во время всех государственных мероприятий в понедельник. В Елисейском дворце пояснили, что это связано с проблемой с глазом у французского лидера. Аналогичная ситуация уже привлекала внимание в начале года, когда Макрон появлялся в очках на официальных церемониях и во время Всемирного экономического форума в Давосе. Тогда фотографии президента широко разошлись в социальных сетях и стали вирусными. На этот раз администрация президента заранее подчеркнула, что использование солнцезащитных очков продиктовано исключительно медицинскими причинами. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль прибыл в Вашингтон, где встретился с государственным секретарем США Марко Рубио. Перед началом переговоров стороны ограничились кратким приветствием перед журналистами и не стали отвечать на вопросы прессы. По словам Вадефуля, главной темой встречи станет новый механизм распределения ответственности между союзниками по НАТО. Кроме того, министры намерены обсудить долгосрочную поддержку Украины в преддверии саммита Альянса, который состоится на следующей неделе в Анкаре. Как заявил глава немецкого МИД, союзники рассчитывают выработать устойчивую модель помощи Киеву, которая, по его словам, должна продемонстрировать Москве необходимость прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Польша подписала контракт со шведской компанией Saab на поставку 3 подводных лодок типа A-26. Стоимость соглашения составляет почти $4,8 миллиарда. Подписание документа состоялось в Гдыне во время встречи премьер-министров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерсона. Несмотря на то, что Швеция относительно недавно стала членом НАТО, хочу особо подчеркнуть. Наше сотрудничество в Балтийском море качественно изменило ситуацию в сфере безопасности. У нас единые взгляды на ситуацию во всем регионе. Мы полны решимости поддерживать Украину перед лицом российской агрессии. Мы убеждены, что Балтийское море должно быть безопасным пространством, свободным от теневого флота, провокаций и военных угроз. Премьер-министр Швеции назвал соглашение историческим и отметил, что после получения новых субмарин Польша станет обладателем одного из самых сильных военно-морских флотов в НАТО. Сегодня исторический день. Это большой шаг. 3 шведские подводные лодки А-26 перейдут Польше. Это очень-очень масштабная сделка. Если сложить все вместе, речь идет о 50 миллиардах шведских крон. Благодаря этому Польша получит один из сильнейших военно-морских флотов НАТО. А если объединить возможности Польши и Швеции, они станут по-настоящему впечатляющими.
Мы часто говорим, что Балтийское море, вероятно, не сталкивалось с такими серьезными вызовами уже очень долгое время, но благодаря нашим совместным возможностям оно также никогда не было настолько хорошо защищено, как сейчас. Этот проект также имеет польско-шведское измерение. Это не просто сделки в одну или другую сторону, а настоящее партнерское сотрудничество, которое приносит пользу промышленности обеих стран. Поэтому еще раз большое спасибо. Контракт предусматривает поставку 3 подводных лодок, а также вооружение, обучение экипажей и техническую поддержку. Окончательная передача всех субмарин запланирована к 2038 году. Выбор шведской компании Saab в качестве поставщика Польша объявила еще в прошлом году. Программа закупки подводных лодок является частью масштабного плана модернизации польских вооруженных сил и усиления обороны на Балтийском море. Евросоюз и Китай запускают новые консультации по торговле и инвестициям. По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, стороны рассчитывают добиться конкретных результатов к октябрю, в том числе по вопросам торгового баланса, экспортного контроля и поставок редкоземельных материалов. Сегодняшние обсуждения были интенсивными, предметными и конструктивными. С самого начала моя цель была ясна — начать выравнивать торговые отношения между Европейским Союзом и Китаем. Разрыв продолжает увеличиваться. Экспорт Китая в Европейский Союз неуклонно растет, тогда как наша доля на китайском рынке продолжает сокращаться. Такая тенденция не является устойчивой, и сохранение статус-кво не вариант. ЕС остается открытым для бизнеса, однако мы должны защищать нашу промышленную базу и добиваться равных условий конкуренции на мировом рынке, чтобы у европейской промышленности были справедливые возможности для соперничества. Сегодня мы запускаем консультации по вопросам торговли и инвестиций, специальную платформу, которая позволит в структурированном формате решать выявленные нами проблемы по 4 направлениям: балансировка торговли и инвестиций, экспортный контроль, защита прав интеллектуальной собственности и реформа Всемирной торговой организации. Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию президента Дональда Трампа по делу писательницы и бывшей колумнистки журнала Elle Elizabeth Jean Carroll. Таким образом, в силе осталось решение суда, обязавшее Трампа выплатить Carroll $5 миллионов. Иск связан с заявлениями Трампа, сделанными в 2022 году, когда он назвал обвинения Carroll ложью и мошенничеством. В 2023 году федеральное жюри в Нью-Йорке признало Трампа ответственным за сексуальное насилие в отношении Carroll и последующую клевету. При этом присяжные не пришли к выводу, что речь шла именно об изнасиловании, как утверждал истец. Защита Трампа настаивала, что процесс проходил с нарушениями, поскольку суд допустил к рассмотрению доказательства, связанные с другими обвинениями в его адрес. Однако ранее апелляционный суд отклонил эти доводы, а теперь пересматривать дело отказался и Верховный суд. История противостояния между Трампом и Carroll продолжается с 2019 года, когда она опубликовала мемуары, в которых заявила, что в середине 1990-х годов Трамп совершил в отношении нее сексуальное насилие в примерочной универмага в Нью-Йорке. Сам Трамп последовательно отвергает обвинения, называя их политически мотивированными. Параллельно продолжается и другое судебное разбирательство. В отдельном деле суд ранее присудил Carroll $83,3 миллиона компенсации за клевету после заявлений Трампа, сделанных еще в 2019 году. Кроме того, Министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении самой Carroll по подозрению в даче ложных показаний в рамках гражданских процессов. Лесной пожар приблизился к жилым районам на западе Турции. Возгорание началось в сельскохозяйственной зоне округа Чандарлы в провинции Измир, после чего огонь перекинулся на лес. На кадрах регионального управления лесного хозяйства видно, как вертолеты и самолеты сбрасывают воду, пытаясь остановить распространение пламени. По данным местных властей, в тушении задействованы 7 самолетов, 8 вертолетов и 35 пожарных машин. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Специалисты отмечают, что более жаркая и сухая погода способствует быстрому распространению лесных пожаров в Средиземноморье. Европа продолжает страдать от аномальной жары. Во многих странах температура обновляет исторические максимумы, власти усиливают меры безопасности, а ученые связывают экстремальную погоду с изменением климата. Польша, вероятно, пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений. В городе Слубице воздух прогрелся до 40,5 градуса Цельсия. Если данные подтвердятся, это станет новым национальным рекордом. В Варшаве также обновлен температурный максимум. Столбики термометров поднялись до 37,6 градуса. На улицах города установили системы распыления воды. Жители и туристы спасаются в тени возле фонтанов и охлаждающих установок. Последствия жары становятся все более заметными и для природы.
На севере Италии морская вода проникла уже на 18 километров вверх по течению реки По, главной водной артерии страны. Из-за резкого снижения уровня пресной воды усилилось засоление почв, что угрожает урожаю сои, подсолнечника, кукурузы, риса и других сельскохозяйственных культур. По словам специалистов, расход воды в реке за 2 недели сократился более чем втрое, а существующие защитные сооружения уже не справляются с наступлением морской воды. Фермеры опасаются, что запасов воды для полива хватит лишь на несколько дней. Рекордная жара сохраняется и в Венгрии. В Будапеште температура достигла 38 градусов. По всему городу работают пункты с питьевой водой и охлаждающими распылителями. Коммунальные службы поливают трамвайные пути, чтобы предотвратить их перегрев. Многие жители признаются, что стараются как можно реже выходить на улицу, а некоторые связывают происходящее с последствиями изменения климата. Жаркая погода установилась и в Украине. В Киеве воздух прогрелся до 34 градусов. Горожане отдыхают у фонтанов, набирают воду в общественных бюветах и стараются проводить больше времени в парках. При этом многие отмечают, что нынешняя жара переносится легче, чем в странах Центральной и Южной Европы, где температура значительно выше. Однако высокие температуры создают дополнительную нагрузку на украинскую энергосистему, серьезно поврежденную российскими ударами. Из-за резкого роста потребления электроэнергии в отдельных регионах вводятся экстренные отключения света, чтобы избежать перегрузки сети. Энергетики призывают жителей экономно использовать электричество, особенно в часы пиковой нагрузки, когда массово работают кондиционеры и другое охлаждающее оборудование. Пока Европа изнывает от аномальной жары, другие регионы мира уходят под воду. Сразу в 2 странах, Индии и Гане, проливные дожди вызвали масштабные наводнения. На северо-востоке Индии, в штате Ассам, затоплены целые деревни. Потоки воды пришли из соседнего штата Аруначал-Прадеш, где сильные ливни спровоцировали внезапные паводки. Под водой оказались жилые дома, сельхозугодья и дороги. Местные жители передвигаются вброд или на лодках. По данным местных СМИ, в Аруначал-Прадеше погиб как минимум 1 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Не лучше ситуация и в столице Ганы, Акре. После сильных дождей затоплены жилые кварталы, улицы и автомобили. Часть жителей была вынуждена укрыться на крышах домов. Другие спасались на возвышенностях. Вода уносит бытовую технику и строительные материалы, а движение на многих дорогах оказалось парализовано. Автомобили глохнут прямо посреди затопленных улиц. Власти Ганы призвали жителей не выезжать без необходимости и не пытаться пересекать затопленные участки дорог. Для ликвидации последствий наводнения привлечены полиция, пожарные, военные и спасательные службы. Сезон муссонов и проливных дождей ежегодно приносит подобные бедствия многим странам Азии и Западной Африки. Однако в последние годы синоптики все чаще связывают усиление экстремальных осадков с изменением климата.